Артур Конан Дойл. Трагедики. Часть 1. На оживленный Париж опустилась ночь, и его веселые жители высыпали на бульвары. Солдат и мирный гражданин, аристократ и рабочие отвоевывали себе место на тротуаре, в то время как на мостовой пролетарский ослик-зеленщик сталкивался с консервативными чистокровными скакунами графини де Сан-Пюр. То тут, то там кафе со своими многочисленными маленькими столиками, окруженными стайками стульев, отбрасывали перед собой желтый свет, сквозь который, казалось, приливами и отливами двигалась огромная толпа. Оставим позади шум и суету бульвара итальянцев и повернем направо, на улицу Эжипте. В конце ее лежит лабиринт мрачных, маленьких, тихих улочек, и самая мрачная и тихая из них — это улица Бертран. В Англии мы назвали бы этот район благопристойной бедностью. Дома здесь представляют собой двухэтажные спаренные виллы. В их облике есть что-то печальное и обветшалое, будто они видали лучшие времена и все еще пытаются скрыть свою почтенную черепицу и осыпающийся раствор за кокетливой оградой и щегольскими жалюзи. На улице всегда тихо, но сегодня вечером здесь даже тише обычного. Практически она была бы совершенно безлюдной, если бы не одинокая фигура, которая шагает взад и вперед по плохо уложенному тротуару. Этот человек, а это именно мужчина, должно быть, ждет кого-то или высматривает, так как улица Бертран — это последнее место, которое романтический мечтатель выбрал бы для своих уединенных размышлений. Он здесь с определенной целью, без сомнения, и какова бы ни была эта цель, это не наше дело и не дело жандарма, который с шумным лязгом поворачивает за угол. Прямо напротив того места, где расположился наблюдатель, стоит дом, который являет собой признаки не просто жизни, но даже некоторого веселья. Возможно, именно этот контраст заставил его остановиться и пристально вглядеться в него. Он выглядит опрятнее и современнее своих соседей. Сад прекрасно ухожен, а между рейками зеленых жалюзи теплый свет струится на улицу. У этого дома веселый, истинно английский вид, который выгодно выделяет его среди окружающих древностей. Если внешность дома создает такое впечатление, то оно полностью подтверждается видом уютной комнаты внутри. В камине весело потрескивает и полыхает большой огонь, словно в шутливом вызове бесстрастной лампе, стоящей на столе. Перед этим пламенем сидят два человека, оба представительницы прекрасного пола, и даже не самому глубокому исследователю человеческой природы хватило бы одного взгляда, чтобы с уверенностью сказать «это мать и дочь». У обеих одинаково милое выражение лица и одинаково изящная фигура, хотя нежные очертания младшей женщины кажутся преувеличенными у ее пухленькой маленькой матери, а в волосах, выбивающихся из-под степенного чепца, видны следы седины. Для миссис Литур наступили тревожные времена с тех пор, как умер ее муж, полковник, но она преодолевала все невзгоды с безропотным терпением, свойственным ее происхождению. Ее второй сын, Джек, учившийся в университете в Англии, приносил ей немало огорчений, ведь Джек вовсю прожигал жизнь, и смутные слухи об этом долетали через Ла-Манш, тревожа мирный дом на улице Бертран. Был еще и Генри, обладавший огромным талантом к трагедии, но уже больше 6 месяцев остававшийся без ангажемента. Неудивительно, что эта суетливая, добросердечная маленькая женщина временами грустила, а ее веселый смех звучал реже, чем в прежние дни. Сумма, которую оставил после себя полковник, была невелика, и если бы не контроль со стороны Роуз, ее едва ли хватило бы на покрытие самых необходимых расходов. От этой барышни уж точно никто не стал бы ожидать домашних добродетелей, если принять за истину, что красота и полезность редко сочетаются в ее поле.
Правда, она не отличалась царственной красотой, ее черты лица не имели даже такого достоинства, как правильность, и все же эта грациозная девушка с ее смеющимися глазами и пленительной улыбкой могла бы стать опасной соперницей для самых статных представительниц своего пола. Неосознание собственной красоты — это сильнейшее дополнение, которое только может иметь привлекательность, и Роуз Литур обладала им в высшей степени. Это было видно в каждом естественном движении ее гибкой фигуры и в пристальном взгляде ее карих глаз. Неудивительно, что даже на почтенной улице Бертран, которая, казалось бы, должна быть выше подобных глупостей, раздвигались оконные жалюзи, когда по ней пробегала эта изящная маленькая фигурка, а пресыщенный парижский бездельник, взглянув на ее лицо, шел дальше с убеждением, что в женщине есть нечто более высокое, чем то, с чем он сталкивался в своем разнообразном опыте посещения мубель и кофешантанов. «Помни об этом, Роуз», — говорила пожилая дама, подчеркивая каждое второе или третье слово энергичным кивком головы, что делало ее очень похожей на пухлого и добродушного воробья. «Ты — Мортон и только Мортон. В тебе нет ни капли французской крови, моя дорогая». «Но ведь папа был французом, не так ли?» — возразила Роуз. «Да, моя дорогая, но ты — чистокровная Мортон. Твой отец был милым, хорошим человеком, хоть и французом, и ростом всего в 5 футов и 4 дюйма. Но все мои дети — шотландцы. Мой отец был ростом 6 футов и 2 дюйма, и мой брат был бы таким же, если бы только няня не читала, когда катала его в коляске, опирая книгу о его голову, из-за чего он так спрессовался, что казался почти квадратным, бедный мальчик, но в нем были задатки прекрасного мужчины. Сама видишь, и Генри, и Джек — высокие мужчины, так что нелепо называть их кем-либо, кроме как Мортон, а ты — их сестра. Нет, нет, Роуз, в тебе нет ни капли крови твоего отца». С этим физиологическим выводом добрая пожилая дама упустила 20 петель своего вязания и клубок шерсти, который закатился под буфет со странным инстинктом, присущим всем падающим вещам, и был извлечен Роуз только после 10 минут ковыряния в темноте кочергой. Это небольшое происшествие, казалось, изменило ход мыслей миссис Литур. «Генри сегодня задерживается больше обычного», — заметила она. «Да, он собирался в Национальный театр, чтобы попросить об ангажементе, ты же знаешь. Я очень надеюсь, что он не будет разочарован. Уж не знаю, с какой стати им отказывать такому красивому молодому человеку», — сказала любящая мать. «Я думаю, даже если бы он совсем не умел играть, они заполнили бы весь зал людьми, которые просто хотели бы на него посмотреть». «Хотела бы я быть мужчиной, мама», — сказала Роуз, поджимая губы, чтобы выразить свое представление о мужской непреклонности. «И что же ты тогда делала бы, дитя мое?» «Чего бы я только не делала. Я бы писала книги, читала лекции, сражалась и делала бы все в таком духе». При этом перечислении мужских достижений миссис Литур рассмеялась, а непреклонность Роуз растаяла в яркой улыбке при виде веселья ее матери. «Папа был солдатом», — сказала она. «Ах, моя дорогая, в наше время уже нет таких сражений. Вот помню, когда я была девушкой в Лондоне, за день погибало по 20 и 30 тысяч человек. Это было, когда молодой сэр Артур Уэлсли отправился на Пиренейский полуостров. По соседству с нами жила миссис МакУэртер, ее сын был ранен, бедный мальчик. Это была душераздирающая история. Он пролезал через дыру в стене, когда подошел какой-то противный человек и что-то в него вонзил. «Как это печально», — сказала Роуз, пытаясь сдержать улыбку. «Да, и я слышала, как молодой МакУэртер говорил собственными устами, что никогда в жизни не видел этого человека раньше, и добавил, что больше никогда не желает его видеть. Это случилось при Багаш-Хорес.
Бадахасе, мама. Я так и сказала, дорогая. Это происшествие очень обескуражило молодого Макуэртера и, признаться, на какое-то время навело тоску на всю семью. Но с тех пор Англия очень изменилась во всех отношениях. Да и сам язык, как мне кажется, меняется удивительным образом. Сомневаюсь, что меня смогли бы понять, если бы я вернулась. Вот Джек в Эдинбурге, он использует такие изысканные обороты речи, о которых мы с тобой, Роуз, и понятия не имеем. Мы не можем идти в ногу со временем, когда живем в чужой стране. Джек действительно употребляет какие-то странные слова, сказала Роуз. Я получила от него письмо сегодня вечером, продолжила маленькая пожилая дама, ныряя сначала в карман, а затем в свой редикюль. Боже мой! Ах, да, вот оно. Я действительно не могу понять в нем ни единого слова, моя дорогая, кроме того, что с бедным мальчиком, похоже, произошло какое-то несчастье или несчастный случай. Несчастный случай, мама. Ну, во всяком случае, что-то неприятное. Он не вдается в подробности. Послушай, Роуз, оно совсем короткое. Возможно, ты сможешь разобраться, что это значит, но, признаюсь, меня оно совершенно сбило с толку. Где мои очки? Оно начинается так, дрожайшая матушка, это довольно понятно и очень приятно, насколько это возможно, я спустил пони на Кембриджшире. Как ты думаешь, дорогая, что твой брат имел в виду? «Право, не знаю, мама», — ответила барышня, поразмыслив над загадочной фразой. «Ты же знаешь, он не мог на самом деле спустить пони откуда бы то ни было. Лошадка была бы слишком тяжелой для него, хотя он и сильный малый. Его покойный дорогой отец всегда говорил, что у Джека обязательно будут прекрасные мускулы, но это уже чересчур. Должно быть, он так выразился, что это пони сбросил его с чего-то, и, без сомнения, он имеет в виду, что несчастный случай произошел в Кембриджшире. Очень может быть, мама. Ну а теперь послушай вот это. Дело дошло до чесания, так что я был готов и не имел ни единого шанса. Подумай об этом, Роуз. Что-то почесало бедного дорогого мальчика, или же он сам что-то чесал, уж не знаю. Не думаю, что это пони мог его почесать, ведь у них копыта, сама знаешь. Не думаю, что это был пони, рассмеялась Роуз. Все это очень загадочно. Следующее предложение немного понятнее. Он пишет, если у тебя есть что-нибудь из наличных, пришли. Я понимаю, что он имеет в виду, и это единственная вразумительная вещь в письме. Без сомнения, он хочет оплатить услуги врача, бедный мальчик. В приписке он добавляет, что, возможно, очень скоро приедет, так что, должно быть, ему не сильно не здоровится. «Что ж, это утешает», — сказала Роуз. «Надеюсь, он скоро приедет и объяснит, в чем тут дело». «Нам лучше накрыть на стол к ужину», — сказала пожилая дама. «Генри должен скоро прийти». «Не нужно звонить Мари», — отозвалась дочь. «Я, как выразился бы Джек, чертовски мастак, накрывать на стол». Мать рассмеялась, наблюдая, как ее любимица порхает по комнате, бесконечно путаясь в расположении ножей и вилок. «Ты дала резчику 4 ножа», — заметила она, в то время как у его соседа справа нет ничего, кроме точила, чтобы есть. «Послушай, Роуз, разве это не шаги твоего брата? Там 2 человека. Один из них — он, я полагаю». «Так и есть», — воскликнула Роуз, когда ключ повернулся в замке и в прихожей раздался мужской голос. «Как все прошло, Харри? Ты получил его?» И она выбежала в коридор,
бросившись брату на шею. «Погоди немного, Роузи. Дай мне снять пальто, прежде чем ты начнешь меня душить». На этот раз все в порядке, я получил ангажемент в Национальном театре. «Разве я тебе не говорила, Роуз?» произнесла мать. «Входи же скорее и расскажи нам все», умоляла Роуз. «Мы умираем от любопытства». «Однако я не должен забывать о вежливости», — сказал Генри. «Позвольте представить вам мистера Баркера, англичанина и друга Джека». Высокий темноволосый молодой человек с серьезным лицом, стоявший на заднем плане, шагнул вперед и поклонился. Прежде чем продолжить, я могу заметить в скобках, что этим мистером Баркером был я сам, и все, что следует далее в этом поразительном повествовании, записано на основе моих собственных личных наблюдений. Мы прошли в уютную маленькую гостиную и придвинулись к веселому огню. Роуз села к брату на колени, а миссис Литур отложила вязание и взяла сына за руку. Я откинулся назад в тени на другой стороне очага, пока отблески света играли на золотистых локонах девушки и темном, суровом профиле ее брата. «Ну что ж», — начал Генри, если начинать с самого начала, после ухода я зашел в кафе, и именно там мне посчастливилось столкнуться с мистером Баркером, чье имя я очень хорошо знаю от Джека. «Кажется, мы все уже очень хорошо вас знаем», — сказала мать. Я улыбнулся и поклонился. Было приятно оказаться в этой миниатюрной Англии в самом сердце Франции. «Мы вместе пошли в Национальный театр», — продолжил Генри, твердо веря, что у меня нет ни малейшего шанса. Ведь Лавлэйс, великий трагик, имеет там огромное влияние, и он всегда делает все возможное, чтобы навредить мне и помешать, хотя, насколько я знаю, я никогда не давал ему повода для обид. «Гадкий человек», — возмутилась Роуз. «Дорогая моя, тебе право же не надо так говорить». «Ну ты же сама знаешь, что так и есть, мама». «Но продолжай же, прошу». Лабласа я там не видел, но мне удалось разыскать директора, старого месье Ламбертина. Он ухватился за это предложение. У него хватило любезности сказать, что он однажды видел мою игру в Руане и был весьма поражен. «Еще бы!» — вставила пожилая дама. Затем он сказал, что они как раз ищут человека на важную роль Лаэрта в новом переводе шекспировского «Гамлета». Премьера назначена на вечер понедельника, так что у меня есть всего 2 дня, чтобы выучить текст. Похоже, эту роль должен был играть другой актер по фамилии Манье, но он сломал ногу, попав в аварию в экипаже. Вы даже не представляете, как радушен был старик Ламбертиан. «Милый старик», — воскликнула Роуз. «Ну же, вы, должно быть, голодны, Баркер, а ужин уже на столе. Подвигайте стулья, а после, Роуз, организуй немного кипятка». И вот, со шутками и смехом, мы сели за наш скромный ужин, и вечер пролетел как счастливый сон. Оглядываясь назад сквозь долгую череду лет, я, кажется, до сих пор могу отчетливо вспомнить эту сцену, смеющуюся, краснеющую девушку, которая обжигала пальцы и проливала воду, пытаясь приготовить пунш, мурлычущую маленькую мать с блестящими глазами, мужественного молодого человека с его искренним смехом. Кто мог предугадать трагедию, которая нависла над ними? Кто, кроме той темной фигуры, что все еще стояла на улице Бертран и чья тень тянулась к порогу дома номер 22, омрачая его? Часть 2. Это было той же ночью, точнее, уже следующим утром, поскольку соборные часы уже пробили 3. Улицы Парижа опустели, если не считать редких жандармов или одиноких гуляк, спешащих домой после очередного веселого вечера. Даже на улице Анжу, самой разгульной из всех фешенебельных улиц, лишь в немногих домах горел свет.
Однако именно к одному из таких домов и ведет нас наш рассказ. В просторной, роскошно обставленной комнате отдыхали и курили полдюжины мужчин в вечерних костюмах. Большая люстра весело отражалась в окружающих зеркалах и отбрасывала теплый отсвет на красный бархат мебели. Ковер был настолько толстым, что шагов почти не было слышно, когда один из мужчин поднялся со своего места и подошел, чтобы опереться о большой мраморный камин. Любой завсегдатай французских театров с первого взгляда узнал бы, кто этот человек. Невозможно было легко забыть эту жилистую, прямую фигуру и темную, циничную улыбку Лаблеса, ведущего трагика Национального театра. Последователь Шпурцхайма предсказал бы великие дела, добрые или злые, по этому широкому низкому лбу и массивной челюсти. А еще один взгляд на холодные серые глаза и чувственные губы предупредил бы физиогномиста, что вне подмостков Национального театра этого человека следовало избегать. Он был эгоистичным товарищем и мстительным врагом. Наш театральный завсегдатай нашел бы здесь и других, возможно, более приятных старых знакомых. Вон там, у маленького блестящего шкафчика, стоял Гроссьер из театра «Варьеты», самый умный и беспринципный из актеров, чьи дуэли и интриги были лишь немногим менее известны, чем дела его хозяина Лаблеса. Рядом с ним находился пресыщенный молодой кавалерийский офицер, а поблизости — Тюрвель, еще один известный актер и светский лев. На кушетке, попыхивая пенковой трубкой, отдыхал Каша из театра «Гете», а дополняли группу один или два менее известных актера. Лаблес устало посмотрел на стол, заваленный картами, игральными костями и разбросанными монетами. «Что ж, господа», — сказал он, — «воля ваша. Сделаем еще один круг или нет?» «У нас еще полно времени», — сказал один из актеров, «но я боюсь, что против несчастного лейтенанта ополчилось такое невезение, что он едва ли осмелится попытаться снова. Положительно, просить его об этом просто жестоко». Молодой офицер поднял глаза, и на его безусом лице выступил румянец. Он был слишком юным птенцом, чтобы пытаться удержаться среди этих тертых, бывалых вампиров. Потому, как все переглянулись, стоило Гроссьеру обронить эту реплику, было очевидно, его выбрали мишенью для насмешек всей компании. «Ну и что с того, что мне не везет?» — произнес он. «Все честно, это превратности войны. Я попробую еще раз». И он осушил бокал шампанского, пытаясь утопить в нем образ маленькой женщины из Монпелье, что на солнечном юге, которая во всем себе отказывала и копила деньги, чтобы ее красивый мальчик мог жить в Париже как джентльмен. Вот это правильно. Смело сказано. Подхватил хор голосов из-за стола. «Только не пей вино залпом», — заметил Каши. «У тебя рука задрожит». «Боюсь, у нашего военного друга рука задрожала уже давно», — бросил Лаблес. «Вовсе нет, месье», — ответил молодой лейтенант. «Моя рука так же тверда, как и ваша». «В Париже нет ни одной руки, которая была бы так же тверда, как моя, молодой человек», — отрезал Лаблес. «Лалакуэр из вашего собственного полка мог бы вам это подтвердить. Ты ведь был со мной, Каши, когда в Вентине я отстрелил ему указательный палец на правой руке? Я навсегда отучил его стрелять из пистолета. Видите маленькую темную точку, закрепленную в центре белого листа на другой стороне комнаты? Это головка фосфорной спички, мишень, которую я обычно использую для тренировок, так как не остается сомнений, попали вы в нее или нет. Вы извините мне запах пороха, господа?» Продолжил он, снимая со стойки на стене небольшой, изящно отделанный пистолет. Казалось, он едва взглянул на мушку, но стоило ему спустить курок, как на другом конце комнаты раздался треск и вспыхнуло пламя. Спичка, пораженная пулей, разлетелась по полу горящими щепками.
Вряд ли в будущем вы рискнете утверждать, что ваша рука так же тверда, как моя, добавил он, косясь на молодого офицера и возвращая изящное оружие на подставку на стене. «Это был хороший выстрел, сударь», — ответил тот. «К черту стрельбу!» — крикнул Гроссьер, гремя игральными костями. «Если хотите отыграться, лейтенант, сейчас самое время». И снова деньги начали переходить из рук в руки, а затихшие разговоры показали, что все внимание сосредоточено на столе. Лаблаэс не играл, но он кружил вокруг зеленого сукна, как некий злой дух, с застывшей циничной улыбкой на губах и холодным взором, устремленным на человека, который одновременно был его гостем и его жертвой. Бедный мальчик. Неудивительно, что он проигрывал, когда все объединились, чтобы играть против него. В конце концов он в отчаянии отодвинул свой стул. «Это бесполезно», — сказал он. «Удача отвернулась от меня». «Но, господа», — добавил он умоляюще, «если завтра я смогу раздобыть немного денег, пусть даже совсем чуть-чуть, вы ведь не откажетесь сыграть по тем же ставкам? Вы дадите мне шанс? Мы будем играть ровно до тех пор, пока не кончится ваше чуть-чуть». С грубым смехом ответил Тюрвель. Молодой офицер был весь раскрасневшийся и взбудораженный. Он сидел в стороне от остальных и, казалось, слушал последующий разговор, как во сне. У него было смутное ощущение, что все это было нечестно, и все же, что бы он ни делал, он не мог привести ни единого доказательства обратного. «Передай вино», — сказал Гроссьер. «И где же ты пропадал до часу ночи, Лаблаэс?» Лаблаэс оскалил свои белые зубы в улыбке. «Опять старая история, я полагаю?» — спросил Тюрвель. «Ба! Это становится слишком уж старой историей», — подхватил Гроссьер. «История без изменений и разнообразия имеет тенденцию становиться монотонной. Одна интрижка похожа на другую, как пара дуэльных шпаг, и успех всегда венчает их». «Их слишком легко завоевать», — согласился Каши. «Обещаю вам, что это завоевать будет не так-то просто», — сказал Лаблаэс, «хотя эта добыча стоит того, чтобы за ней поохотиться, ведь она красива как ангел, ее к тому же строго охраняют. И там имеется 6-футовый брат, исполняющий обязанности егеря, так что есть перспектива некоторого волнения». «Ты уже сделал какие-нибудь шаги?» — спросил Каши. «Нет, однако я провел несколько предварительных наблюдений», — ответил Повеса. «Боюсь, тут придется действовать силой, и это потребует как мужества, так и такта». «Кто эта девушка, Лаблаэс?» — спросил Тюрвель. «На это я не отвечу». «Ну же, назови нам ее имя». «Любопытство иногда граничит с дерзостью», — сказал Лаблаэс, глядя из-под бровей на своего собрата по сцене. «Смотри, не переступи черту, ибо я никогда не терплю панибратства». Тюрвель был достаточно храбрым человеком, но он опустил глаза под огненным взглядом опытного дуэлянта. На мгновение воцарилось молчание, а затем Лаблаэс протянул руку и сказал: «Ладно, Тюрвель, кто старое помянет, тому глаз вон». Я не хотел говорить резко, но ты же знаешь мой проклятый характер. Ладно, больше мне сказать нечего. В конце концов, нет причин, по которым я не мог бы назвать тебе имя. Мне может понадобиться ваша помощь, да и в любом случае вы люди чести и не станете мешать моим планам. Не думаю, что кто-то из вас ее знает. Ее зовут Роуз Литур, и она живет на улице Бертран. Что? Сестра Генри Литура? Воскликнул Гроссьер. Да, она самая. Ты его знаешь. Знаю ли я его?
Да ведь он играет Лаэрта при твоем Гамлете в понедельник вечером. Черт побери. Да, старик Ламбертиен договорился с ним вчера вечером. Вот это будет хорошенькое осложнение. Прекраснейший малый, каких свет видал. Не вижу, как это влияет на вопрос о похищении его сестры. Я тоже знаю эту девушку, она так же добродетельна, как и красива. Тебе никогда не добиться успеха, Лаблаэс. Она ангел во плоти, а с ее братом шутки плохи. «Уважаемый мой», — сказал Лаблаэс, — «неужели ты не видишь, что каждое твое слово лишь укрепляет мое решение? Как ты сам только что заметил, интрижки становятся монотонными. В похищении же есть хоть какое-то разнообразие». «Ты потерпишь неудачу», — отрезал Гроссьер. «Напротив, я преуспею. Я готов поставить свою голову, что ты проиграешь. Если ты готов поставить 10 000 франков, это будет гораздо больше к делу. Поспорим. И я требую всего 24 часа на то, чтобы увести эту маленькую пуританку». «Идет», — отозвался комик. «Вы мои свидетели, господа», — сказал Лаблаэс, поворачиваясь к компании и записывая цифры в слоновую записную книжку. Пока он писал, воцарилась тишина, а затем юношеский голос нарушил молчание. «Я не стану в этом участвовать», — произнес он. Это был молодой офицер. Он поднялся со своего стула и встал прямо перед Лабласом. Среди актеров прошел ропот удивления, когда их мишень для насмешек и игрушка поднялся и бросил вызов главному заводиле всей компании. Они спасли бы его, если бы могли. Каша ухватил его за рукав и попытался усадить на место. «Сядь!» — зашептал он. «Сядь! Он лучший стрелок во Франции». «Я не сяду», — отрезал военный. «Я протестую против этого. Если беспомощность и добродетель молодой леди бессильны защитить ее, то уж тот факт, что ее брат, ваш собрат по сцене, безусловно, должен быть достаточным, чтобы избавить ее от вашего оскорбительного пари». Лаблаэс даже не поднял глаз от книжки, в которой писал. «Как давно», — произнес он холодным, размеренным голосом, который те, кто его слышал, знали как гораздо более опасный, чем крик задиры, «как давно вы сделались моралистом, месье Мальпа?» «Я не сделался моралистом. Я просто остаюсь джентльменом, звание, которое, к моему сожалению, вы утратили». «Вот как. Вы переходите на личности». Я не притворяюсь непорочным, далеко не так. Но, видит Бог, ничто в целом мире не заставило бы меня стать соучастником такого хладнокровного, злодейского соблазнения. В голосе юноши, когда он говорил, звучали отважные нотки, и весь огонь рыцарского юга искрился в его глазах. «Я лишь сожалею», — продолжил он, «что то, как вы доверили свои планы нашей чести, прежде чем раскрыть их, помешает мне помочь их расстроить». «А, милый, невинный отрок!» Перекосился в усмешке Лаблаэс. «Мне кажется, я вижу причину вашего обращения к морали. У вас у самого есть виды на эту девицу, мой дорогой. Не так ли? Вы лжете, и сами знаете, что лжете». Отрезал военный. «Сюда, держите его за руки, Каша. Тащите его назад. Не позволяйте им драться, как портовым бродягам. Пусти меня, тебе говорят». Взвыл Лаблаэс. Он назвал меня лжецом. Я лишу его жизни. «Завтра, мой дорогой друг, завтра», — вмешался Гроссьер, «мы позаботимся о том, чтобы вы получили полное удовлетворение».
«Вот моя карточка», — сказал лейтенант, бросая ее на стол. «Вы найдете меня готовым в любое удобное для вас время. Капитан отделит со мной комнату, он выступит в качестве моего секунданта. Прощайте, господа. До свидания, сударь». И молодой человек повернулся на каблуках и щегольски, с достоинством вышел из комнаты, оставив свои деньги на столе. Несмотря на все его недостатки, пожилая дама в Монпелье не постыдилась бы своего сына, если бы могла видеть его в этот миг. «Ты зайдешь к его другу завтра, Каши», — угрюмо произнес Лаблаэс. «А пока к делу. Могу я рассчитывать на твою помощь в истории с девчонкой? И на твою, Тюрвель. Мы сделаем все, что сможем». «Отлично. Я хорошенько осмотрел дом сегодня вечером. Это простая двухэтажная постройка, и она спит одна в одной из верхних комнат. Это я выяснил отчасти из наблюдений, отчасти от служанки. Они ложатся спать рано, а в доме находится только брат и пожилая дама. На окнах спален нет ставен, только жалюзи. Каков будет твой план действий? Все довольно просто. Вы же знаете, что эта улица очень тихая. Мы возьмем мою закрытую карету, кто-то из нас может сесть за кучера. Затем, как вы знаете, у меня есть лестница из 3 секций для подобных мелких дел. Ее можно взять с собой. Мы оставим карету, приставим лестницу, откроем ее окно, зажмем ей рот кляпом, пока она спит, спустим ее вниз, и дело сделано. Если она проснется и закричит, уж втроем, то мы точно сможем оглушить ее брата ударом по голове. У них не будет никаких зацепок насчет того, кто мы такие и куда мы делись. Это будет блестящий триумф. А да, безусловно. И 3 мужчин дружно расхохотались. Маленькая недотрога. Скоро она станет шелковой, я ручаюсь. Что ж, завтра мне нужно, чтобы рука не дрожала, так что лучше прилечь на пару часов. Вы понадобитесь мне на улице Бертран около 2 часов ночи в понедельник. Они ложатся спать в 11. Доброй ночи. И, бросив полускуренную сигару в камин, порочный актер вальяжно вышел из комнаты, оставив своих сообщников обсуждать дьявольское дело, в котором их призвали помочь. Часть 3. Удивительно, как естественно англичане приспосабливаются к обычаям страны, в которой им случается оказаться, особенно когда эти обычаи случайно совпадают с их собственными склонностями. Дома я довольно строгий прихожанин, но в то парижское воскресенье тихий, слабый голос совести был еще тише и слабее обычного, когда я направился к улице Бертран, чтобы посмотреть, не сжалится ли мой новый друг Генри Летур над моим одиночеством и не рискнет ли выбраться на прогулку. Возможно, прекрасная Роуз имела больше отношения к моему визиту, чем ее брат, но если так, то я был разочарован, поскольку эта барышня только что убежала в церковь, и мне пришлось довольствоваться мужской половиной дома. «Ты просто не мог придумать ничего лучшего, чем прийти», — сказал Генри, потягивая свое высокое тело в колоссальном зевке. Я сидел в этом проклятом кресле, зазубривая свою роль, прямо с самого завтрака, и мне кажется, что теперь я наконец-то все знаю. А еще я отрабатывал кочергой выпады 4-й и 3-й защиты, готовясь к финальной сцене. Знаешь, ведь я когда-то был отличным фехтовальщиком, а это всегда вызывает бурные рукоплескания зала. Я полагаю, твой Гамлет умеет фехтовать? Заметил я. Он этим знаменит, ответил Генри, и темная тень пробежала по его красивому лицу. Но пойдем, Баркер, это мой последний свободный день на ближайшее время, так что мы должны использовать его по максимуму. И мы действительно использовали его по максимуму.
Молодой актер проявил себя превосходным чичерани, выполняя обязанности гида по картинным галереям и музеям с забавным видом собственника. Он был в прекрасном расположении духа по поводу своего ангажемента в Национальном театре, на который часто ссылался как на великолепное начало карьеры. «Есть только один недостаток», — заметил он, и заключается он в том, что мне придется играть вторую скрипку при этом законченном негодяе Лабласе. Он порочный малый, Баркер. Говорят, прямо сегодня утром он дрался на дуэли в Булонском лесу и прострелил легкие молодому кавалерийскому офицеру. Боюсь, у меня с ним выйдет ссора, ведь, как говорит Гамлет, есть во мне нечто чуткое, а манеры этого человека раздражают меня сильнее, чем я могу выразить. К этому времени уже стемнело, и мы оба изрядно устали и проголодались после нашей долгой прогулки. «Здесь по правую сторону, совсем рядом с железнодорожным вокзалом, есть кафе», — сказал Генри, «где мы могли бы спокойно перекусить. Вон оно, там, где горят огни. Попробуем». «Идет», — согласился я. И мы повернули, чтобы войти. Как раз в этот момент высокий молодой человек с саквояжем в руке, выходивший наружу, столкнулся с нами. «Прошу прощения, господа», — произнес он, наполовину повернувшись и кланяясь, и уже собирался пройти мимо, когда Генри бросился вперед и схватил его за руку. «Джек, мальчик мой, откуда, ради всего святого, ты взялся?» «Генри и Баркер, клянусь всем самым удивительным на свете», — воскликнул голос моего старого университетского друга Джека Литура, который поочередно тряс наши руки. «Какая необычайная встреча!» «Необычайная, не то слово», — воскликнул его брат. «Да мы думали, что ты в Эдинбурге, за сотни миль отсюда». Так оно и должно было быть, но вчера мне пришло в голову, что перемена обстановки пойдет мне на пользу. Наглая фамильярность британского торговца начинала уже давить мне на психику. Мой портной выказывал все возрастающую тоску по своим грязным презренным деньгам, поэтому я решил на несколько недель лишить его облагораживающего влияния моего общества. «Старая песня, Джек», — улыбнулся я. «Да, старая песня, и я делаю вывод, что вы, ребята, тоже верны старым привычкам, раз уж я застаю вас слоняющимися возле первой же попавшейся пивной, прошу прощения, кафе». Слово «кафе» звучит куда благороднее, чем «пивная». «Как же ты объяснишь свое собственное присутствие здесь?» Рассмеялся Генри. «Мой дорогой друг, ты же не думаешь всерьез, будто я зашел сюда в поисках алкогольного освежения?» Нет, в эти стены меня привела безобидная эксцентричность. Чем вы, ребята, планируете заняться? Мне нет никакого смысла будить сегодня ночью Роуз и маму, так что я останусь с вами. «У нас нет никаких особых планов», — сказал я. «Тогда пойдемте со мной в отель «Англия». Там остановились двое парней из Эдинбурга, Грант и Бакли. «Пойдете?» «Я согласен», — отозвался я. «И я», — поддержал Генри. На то мы порешили, и мы все трое отправились в отель, где нас познакомили с друзьями Джека, парой бесшабашных, веселых студентов-медиков того же поля ягоды, что и он сам. Нет причин подробно останавливаться на последовавшем за этим дружеском вечере. Я упомянул об этих вещах лишь потому, что они повлияли на мрачные события, которые уже надвигались. Было уже около часа ночи, когда Генри Литур взглянул на свои часы и объявил, что пора расходиться. «Завтра мне нужно еще раз повторить свою роль», — сказал он. «Пойдем со мной, Джек, мы сможем переспать вместе на одной кровати, никого не тревожа. У меня есть ключ». «Я провожу вас», — вызвался я, — «хочу докурить свою трубку». «Боюсь,
что вид одного конкретного окна становился для меня дороже, чем весь табак, который когда-либо вырастал в Виргинель. Братья были рады моей компании, так что мы распрощались с нашими соотечественниками и двинулись в путь. Пока мы шли по хорошо освещенным бульварам, наша компания была весьма веселой, но стоило нам свернуть на отходящие от них тихие улочки, как на нас накатило странное чувство подавленности, подействовавшее даже на неунывающего Джека. Мы шагали вперед, и каждый был погружен в собственные мысли. Все вокруг замерло, было так тихо, что мы все удивленно подняли головы, когда мимо нас в том же направлении с грохотом пронеслась закрытая карета. «Этот парень гонит во всю прыть», — заметил Джек. «Причем без фонарей», — добавил я. «Интересно, куда он направляется?» Этот район не особо приспособлен для карет, тем более в такой час. «Ну, в любом случае, он едет не к нам в гости», — рассмеялся Генри, «так что это не наше дело». С этими словами он ускорил шаг, и мы все трое свернули за угол, оказавшись на улице Бертран. Едва мы повернули, как Джек застыл в изумлении. «Батюшки, Харри!» — воскликнул он. «Что это, ради всего святого?» Они направляются как раз к нам. В этом не было никаких сомнений. Луна только что вышла из-за облака, заливая потоком холодного света унылую маленькую улочку. И там, чуть дальше, прямо напротив дома номер 22, виднелось темное пятно, которое не могло быть ничем иным, кроме как той самой каретой. Она остановилась. «Что там такое?» — спросил Генри. На тротуаре двое мужчин. У одного из них фонарь. «Вот потеха!» — крикнул Джек. «Ставлю $1, что это мой эдинбургский портной. Это не могут быть грабители». Прошептал я, «Давайте понаблюдаем за ними немного». Боже правый, там лестница приставлена к окну Роуз. Прошипел голос, который мы едва смогли узнать, настолько он изменился. Это был Генри. Свет упал на его лицо, и я увидел, что оно потемнело от ярости, челюсть была крепко сжата, а черты лица судорожно подергивались. «Мерзавцы!» — выцедил он. «За мной, но тихо». Быстро и бесшумно он бросился вниз по улице. Ярость Джека была не меньше, чем у его брата, но он обладал менее пылким темпераментом. Он стиснул зубы и последовал за Генри огромными шагами. Будь я один, я бы во весь голос закричал от негодования и бросился вперед на выручку. Однако Генри Литур был среди нас ведущим разумом, а именно в таких ситуациях разум заявляет о себе. В самом его спокойствии было что-то ужасающее. Мы беспрекословно следовали за ним по дороге. Вечером шел дождь, и земля была очень мягкой. Мы приближались к карете почти бесшумно. Мы могли бы шуметь и сильнее, не боясь обнаружения, так как лошади были предоставлены сами себе, а мужчины, которых мы видели, находились в палисаднике. Они были слишком заняты своими собственными действиями и движениями своего предводителя, чтобы их можно было легко потревожить. Улица Бертран была тупиковой, и возможность того, что им помешают, была настолько мала, что они не принимали ее в расчет. Генри скользнул за карету, и мы последовали за ним. Мы были надежно скрыты и могли видеть все, что происходило перед нами. Двое мужчин стояли у подножия лестницы, приставленной к одному из верхних окон. Они следили за движениями третьего, который в этот самый момент появился в открытом оконном проеме, держа что-то на руках. Моя кровь огненным потоком хлынула по венам, когда я увидел, как этот человек ступил на верхнюю перекладину и начал спускаться.
Я взглянул на Генри, но он поднял руку, словно прося еще об одной секунде терпения. Я видел, он понимал так же хорошо, как и я, что за маленькую белую ношу этот человек прижимал к своей груди. Я потерял из виду Джека, но глухое проклятие, донесшееся из-за колес, подсказало мне, где он затаился. Предводитель медленно и осторожно спускался по лестнице. Должно быть, он был сильным малым, так как дополнительный вес, казалось, не причинял ему неудобств. Мы видели, что его лицо было закрыто маской. Сообщники внизу подбадривали его шепотом. Он добрался до низа без происшествий. «Живее ее в карету!» — скомандовал он. Генри беззвучно поднялся на ноги, каждая его мышца была напряжена. Время для действий пришло. И в этот самый миг кляп пленницы, должно быть, соскользнул, потому что нежный, жалобный голос прорезал ночную тишину. «Харри! Брат! Помогите!» Никогда еще призыв о помощи не получал столь стремительного ответа. Прыжок Генри был таким быстрым, таким внезапным, что я даже не заметил, как он исчез от меня. Я услышал рычание, подобное рыку дикого зверя, глухой удар, и вот уже мой друг и человек в маске вместе покатились по земле. Все это произошло быстрее, чем я об этом рассказываю. Мы с Джеком бросились вперед, чтобы помочь Роуз зайти в дом, но дорогу нам преградили двое сообщников. Я хотел было миновать своего противника, чтобы помочь даме, но он набросился на меня с дикой бранью, беспорядочно размахивая обеими руками. Француз никогда не поймет, что хорда короче дуги, но я наглядно продемонстрировал противнику этот факт, встретив его прямым ударом в лицо прежде, чем он успел замахнуться, а затем опрокинул его приемом, известным среди посвященных как «удар крибба» за ухо. Он сел прямо на розовый куст с весьма кислой улыбкой и выказал сильное нежелание подниматься, поэтому я переключил свое внимание на Джека. Я подоспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как его противник предпринял отчаянную попытку применить против него варварский французский савате. Но студент был человеком находчивым, отскочив в сторону, он перехватил поднятую ногу и крутанул ее с такой силой, что поверженный владелец с воплем повалился на землю с вывихнутым суставом. Мы увели бедную, дрожащую Роуз в дом, передав ее на руки перепуганной матери, поспешили обратно в сад. Ни один из наших старых знакомых был не в том состоянии, чтобы продолжить бой, но схватка между их предводителем и Генри Летуром продолжалась с неослабевающей силой. Пытаться помочь нашему другу было бесполезно. Они так сплелись и так стремительно катались по гравиевой дорожке, что невозможно было отличить одного от другого. Они дрались молча, и оба тяжело дышали. Но здоровый образ жизни более молодого человека начал сказываться. Его выносливость оказалась выше. Я увидел блеск лунного света на его запонках, когда он высвободил руку, а затем услышал звук тяжелого удара. Это, казалось, на мгновение оглушило его противника, но прежде чем удар повторился, тот вырвался, и оба мужчины, шатаясь, поднялись на ноги. Маска была сорвана, обнажив бледное лицо француза, по которому из раны на лбу струилась тонкая струйка крови. «Ах ты, адский мерзавец! Теперь-то я тебя узнал!» Закричал Генри и снова бросился бы на него, если бы мы его не удержали. «Моя прелесть! До своей смерти ты узнаешь меня еще лучше!» Прошипел человек со зловещей улыбкой. «Проклятый злодей! Думаешь, я боюсь твоих угроз? Я готов драться с тобой прямо сейчас, если хочешь, у меня есть оружие. Беги за пистолетами, Джек!» «Спокойно, старик, спокойно», — сказал я, — «не делай глупостей». «Глупостей».
бушевал Генри. «Да ведь это моя сестра, человек. Дай мне пистолет». «Время и место назначаю я», — произнес Лаблайс, ибо это был именно он. «Ведь это меня ударили». «Когда же?» «Вы услышите обо мне утром. Довольно того, что вы будете наказаны на глазах у всего Парижа. Я сделаю из вас публичное предостережение для других, мой юный друг». И с той же застывшей улыбкой на лице он поднялся на козлы и схватил вожжи. «Если этот господин, чей сустав я имел удовольствие повредить, считает себя оскорбленным», — крикнул Джек, — «он всегда найдет меня готовым загладить вину всеми доступными мне способами». «То же самое относится и к моему другу справа», — добавил я. «Я имею в виду господина с любопытной опухолью по духам». Наши любезности приятели встретили лишь градом проклятий. Любители Савата затащили в карету, второй последовал за ним. Лаблайс, все еще белый от ярости, неистово погнал лошадей прочь под наш с Джеком смех и ругательство Генри, чья пылкая кровь была слишком сильно возбуждена, чтобы он мог взглянуть на это дело с комической стороны. Ничто так не помогает от ушибов, как испаряющиеся примочки. Крикнул им вслед наш студент-медик, пока карета уносилась прочь, подобно мрачному кошмару, а стук ее колес постепенно затихал вдали. В этот момент на месте происшествия, верный традициям своего ведомства, появился жандарм. Однако, записав номер дома в огромную записную книжку, он оставил попытки вытянуть из нас какую-либо информацию и удалился, многозначительно пожимая плечами. Этой ночью, когда я тащился обратно в свой отель, у меня на сердце было тяжело. После подобного потрясения всегда наступает реакция, и меня тревожила мысль о том, что может принести завтрашний день. Упоминание Генри в начале вечера о дуэльных наклонностях Лабласа и, в частности, о зловещем исходе его столкновения с молодым французским офицером, не было мной забыто. Я знал, какая буйная кровь течет в венах моего друга, и понимал, что пытаться отговорить его от поединка будет безнадежно. Я был бессилен и должен был позволить событиям идти своим чередом. Часть 4. Когда утром я спустился к завтраку, то обнаружил, что оба брата уже ждут меня. Генри выглядел сияющим и почти ликующим, когда приветствовал меня, но Джек был необычайно серьезен. «Все в порядке, старина», — сказал молодой актер. «Да, взгляни-ка сюда, Баркер», — пояснил Джек, явно находясь в немалом смятении. «Это на редкость необычайное дело. Самый странный вызов, о каком я только слышал, хотя должен признаться, что мой опыт в подобных вещах весьма ограничен. Полагаю, мы не можем от этого отвертеться». «Ни за что на свете!» — воскликнул его брат. «Посмотри», — сказал Джек, — «вот записка, которую я получил. Прочитай сам». Она была адресована студенту и гласила следующее. «Милостивый государь, поскольку, как я понимаю, вы выступаете в качестве секунданта господина Генри Летура, позвольте заявить, что, пользуясь своим правом, месье Лаблайс выбирает в качестве оружия рапиры. Он просит вас сопровождать вашего подопечного сегодня вечером в театр, где вы будете допущены на сцену в качестве статиста. Таким образом, вы сможете лично убедиться, что финальная сцена разыгрывается по строгим правилам дуэльного кодекса. Заменить театральные шпаги на настоящие рапиры не составит никакого труда. Я буду присутствовать со стороны месье Лабласа. Имею честь оставаться искренне вашим, Пьер Гроссьер. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Джек. «Ну, я думаю, что это нелепая затея, и тебе следует отказаться». «Это не пойдет», — возразил Генри. «Они попытаются истолковать это как трусость».
Кроме того, какая разница, где я встречу этого малого, лишь бы вообще с ним встретиться? «Говорю тебе, Баркер», — продолжил он, кладя руку мне на плечо, «когда это произойдет, я намерен его убить». В голосе моего друга звучала непоколебимая решимость. Я почувствовал, что, несмотря на все свои преимущества, Лаблес встретит опасного соперника. «Если ты падешь, Генри», — сказал Джек, — «я займу твое место и либо проучу этого подлеца, либо не сойду со сцены». Это произвело бы фурор, если бы Гамлета проткнул статист, верно? И он изобразил подобие улыбки. «Что ж, Джек, пиши немедленно согласие», — сказал Генри. «Единственное, чего я боюсь, так это того, что имя моей сестры окажется замешанным в этом деле». «За это не бойся», — успокоил я его. «Они сами не заинтересованы болтать о том нелепом фиаско, которое потерпели». «Ты придешь сегодня вечером в Национальный театр, Баркер?» — спросил Генри. «Ты можешь взять место в первом ряду портера». «Обязательно приду», — ответил я. «И если вам обоим не удастся отомстить за сестру, Лабласу придется иметь дело со мной еще до того, как опустится занавес». «Ты отличный парень, Баркер», — поблагодарил Генри. «Ну что ж», — добавил он после паузы, — «моя личная ссора не должна мешать моему долгу перед публикой, так что я пойду обратно и еще раз перечитаю свою роль. До встречи вечером, старина». И братья оставили меня наедине с моим кофе. Как они провели этот день, я не знаю. Полагаю, даже невозмутимый Джек почувствовал, что часы тянутся довольно мучительно. Что касается меня, то я пребывал в лихорадочном напряжении. Я мог лишь мерить шагами многолюдные улицы и ждать наступления вечера. Двери открывались только в 7 часов, но уже 6:30 я ждал у входа в Национальный театр. Группа энтузиастов, горевших желанием занять лучшее место, уже толпилась у дверей. Я скоротал время, изучая афишу, которая висела на одной из колонн. Крупными буквами на ней было выведено имя Лаблес, а чуть ниже, шрифтом помельче, значилось еще несколько имен, среди которых было и имя Генри Летура. Казалось, двери не откроются никогда. Однако всему приходит конец, и час наконец пробил. Мы потянулись в театр один за другим, в благонравном французском порядке. Мне посчастливилось заполучить именно то, что я хотел, а именно центральное место в первом ряду. Ничто, кроме оркестра, не отделяло меня от рампы. Я бы отдал все на свете, чтобы увидеть сейчас Джека, чтобы рядом был хоть кто-то, с кем я мог бы перекинуться словом на тему, которая была ближе всего моему сердцу. Но моими непосредственными соседями оказались бесстрастные английские импресария, приехавшие сюда в надежде перенять что-нибудь стоящее, и восторженная барышня со своей пожилой мамой. За время нашего короткого знакомства я успел привязаться к Генри как к дорогому другу, но, думаю, именно мысль о его сестре заставляла мое сердце так замирать от ужаса, когда я вспоминал о смертоносном мастерстве и дьявольской мстительности Лабласа. Во время увертюры я был слишком поглощен своими мыслями, чтобы обращать внимание на соседа-импресария, который изливал мне в уши свои взгляды на французскую сцену. «Мы не можем сравниться с ними в легкой комедии», — говорил он, — «это их сильная сторона. Но когда дело доходит до Шекспира, они теряются, сударь, абсолютно теряются. Если бы вы видели тех Гамлетов, которых видел я, Макреди, сударь, и старшего Кина». Но здесь его воспоминания, к счастью, были прерваны поднятием занавеса. Первые несколько сцен прошли довольно вяло. Переводу не хватало суровой силы и мощи нашего собственного славного языка. Завсегдатаи театра начали проявлять беспокойство в своих креслах и шептаться, что с их любимым актером что-то не так. Его взгляд, казалось,
останавливался на мне с мрачной и угрожающей злобой. Черный, плотно облегающий костюм выгодно подчеркивал его великолепную фигуру и, как я невольно подумал, прекрасно подходил для второй, более трагической части, которую ему предстояло сыграть. Мой дух воспрянул, когда на сцену вышел Генри. Он выглядел спокойным и непринужденным, хотя я заметил опасный огонек в его глазах, когда он покосился на своего партнера по сцене. Страсть и огонь его декламации, казалось, пленили слушателей. От портера до галерки не было никого, кто не сочувствовал бы отважному молодому датскому дворянину, и его искупали в овациях. Гамлет был забыт, все смотрели на Лаэрта. Я никогда не забуду тот поток негодования, который прозвучал в его словах. Сестра доведена до исступления, а в прежние годы ее хвала могла бы сойти на самый верх времен с ее достоинством. Но месть придет. Клянусь Юпитером, сударь. Вполголоса заметил импресария. Эти последние слова были самой живой природой. В конце 4-го акта Генри вызвали на поклон перед занавесом, но именно в сцене у могилы Офелии он превзошел самого себя. Его крик «Твою душу заберет дьявол», когда он бросился к горлу Гамлета, буквально взорвал зал и заставил меня невольно вскочить на ноги. Но он, похоже, вовремя взял себя в руки и отпрянул от своего соперника. Гневная отповедь Гамлета тоже стала самым сильным моментом в его роли. Огромная аудитория, казалось, ловила каждое слово, пролетавшее между ними. «Английский актер сделал бы больше сценических акцентов», — сказал импресария, но во всем этом есть какая-то поразительная, чертовская естественность. Его драматическое чутье подсказывало ему, что, несмотря на 40-летний опыт, здесь было что-то такое, с чем он никогда прежде не сталкивался. И вот теперь в зале воцарилась глубокая тишина, когда занавес поднялся на финальную сцену. Постановка была великолепной. Грубая, варварская роскошь датского двора была передана как живая. Король и королева восседали на заднем плане под балдахином из пурпурного бархата, подбитого горностаем. Стены королевского пиршественного зала были украшены причудливыми трофеями, которые, как предполагалось, были привезены издалека руками викингов. В центре оставалось свободное пространство, а по обе стороны толпились ратники, придворные и вся свита королевского дама. Лаэрте небрежно опирался на колонну, в то время как Гамлет со знающей улыбкой на лице беседовал с кем-то из придворных. Рядом с Лаэртом я увидел Джека Летура, облаченного в доспехи, которые были нелепо малы для его мускулистых конечностей. Однако выражение его лица заставило бы любого удержаться от смеха в его адрес. Для меня это волнение было мучительным, да и по всему залу к происходящему начал проявляться какой-то странный, обостренный интерес. Во всем огромном театре не было слышно ни звука, когда Озрик семенящей походкой вышел вперед со связкой рапир. Я догадался, что настоящие боевые шпаги лежали среди них, так как Гамлету потребовалось некоторое время, чтобы сделать выбор, в то время как Лаэрте, казалось, выбрал свое оружие без секундного колебания. «Боже!» — выдохнул импресария. «Посмотрите на глаза этого человека. Говорю вам, это уникально». Приветствие было отдано, и придворный, с которым только что разговаривал Лаблайс, встал подле своего подопечного, а Джек занял позицию позади своего брата. Его честное лицо было бледным от тревоги, и я заметил, что вместо обоюдоострого датского меча у него на боку висела изящная боевая рапира. Я понимал, что это означало. Я отвел глаза, когда двое мужчин приблизились друг к другу, но невольно взглянул снова, услышав быстрый топот и резкий звон стали. Тишина была настолько глубокой, что дыхание сражающихся можно было услышать на самом дальнем конце портера.
Я успел уловить мимолетный проблеск темного, свирепого лица Лабласа и высокую, гибкую фигуру его противника, а затем снова отвел глаза от крайнего нервного напряжения. Затем в скрежете клинков наступило минутное затишье, и я услышал, как импресарио произнес: «Обман просто великолепен». Можно было бы поклясться, что по ноге Лаэрта течет настоящая кровь. Превосходно. Превосходно. Постановка идеальная. Я содрогнулся и снова поднял глаза, когда они бросились друг на друга во второй раз, и до самого конца поединка мой взор уже был прикован к сцене. Соперники были достойны друг друга, то один, то другой, казалось, получал временное преимущество. Глубокое мастерство Лабласа разбивалось об огонь и ярость атак его противника. По лицу Генри я видел, что он твердо решил довести дело до развязки. Убить или быть убитым — вот что стало его единственной мыслью. Он бросился на своего оппонента с такой яростью, что оттеснил его прямо в толпу придворных. Я увидел, как Лаблес нанес смертоносный выпад из-под защиты, который пронзил левую руку Генри, а затем я увидел, как мой друг ринулся вперед, раздался стон, брызнула кровь, и Гамлет, принц датский, покачнулся, шагнул к рампе и тяжело рухнул ничком. Эффект, произведенный на зрителей, был подобен удару тока. На мгновение воцарилась тишина, а затем из портера в ложе, из лож на галерку взлетел крик, столь единодушный и всеобщий, что он походил на громовой голос одного человека. Весь зал повскакал со своих мест, взрываясь шквалом аплодисментов. Это была лучшая иллюзия года, это был самый удачный театральный ход и самый реалистичный сценический поединок, который когда-либо разыгрывался на подмостках. Но английский импресарио вздрогнул, судорожно схватив меня за запястье, и произнес благоговейным, испуганным шепотом. Я видел, как острие вышло у него из спины. Да, это была лучшая иллюзия года, а публика все аплодировала и аплодировала. Конечно же, сейчас он поднимется и поклонится в знак благодарности. Еще одно усилие зала, и он встанет. Но нет, он лежит там, неподвижный и окоченевший, застывший гримасой на бледном лице, а его бледнеющая жизнь по капле утекает сквозь щели театральных досок. А теперь в оркестровой яме распространяется горячий, тяжелый запах, который уж точно никогда не был порожден сценической иллюзией. А чего этот молодой музыкант так отчаянно жестикулирует? Маленькая багровая лужица капнула на его нотную тетрадь, и он видит, что она все еще продолжает сочиться сверху, жидкая и теплая. И вот на портер испуганно опускается тишина, пока в ложах все еще продолжают аплодировать, но затем затихают и ложи, и по залу ползут странные шепоты. Следом умолкают и зрители на галерке, великое безмолвие воцаряется в театре, и тяжелый коричневый занавес медленно опускается вниз. «Что ж, мой мальчик», — сказал мне Джек, когда мы встретились, — «все это было очень ужасно, но закончилось правильно. Разве не будет никакого расследования по этому делу?» «Нет, ничуть. Посвященные знают, что все это было честной игрой, а остальные пребывают в убеждении, будто сорвался защитный наконечник или сломалась шпага. Имя Генри как актера теперь создано навсегда, это хоть какое-то утешение. «Как он себя чувствует?» — спросил я. Вполне достаточно хорошо, чтобы принимать гостей. Ты должен пойти вместе со мной и пообедать у нас. У него легкая рана на ноге и пробита двуглавая мышца плеча, но ничего непоправимого. Роуз и мама ужасно расстроены, но они, разумеется, думают, что все это было несчастным случаем. Они никогда не узнают правды. И теперь, прежде чем я закончу, позвольте мне набросать еще одну сцену.
Это тот торжественный и общепринятый обряд, которым обычно завершается вымысел, а изредка, как в данном случае, и реальные события. Мужчина и женщина преклонили колени у подножия алтаря, пока священник произносит слова, опровергающие общепринятое положение о том, что 1 + 1 будет 2. Вам не составит труда узнать хорошенькую, совсем еще юную невесту. Она лишь немногим изменилась с тех пор, как мы видели ее 6 месяцев назад. Жених же нет, проницательнейший и мудрейший читатель, это не я. Это молодой французский кавалерийский офицер с мальчишеской улыбкой и шрамом от пули на левой стороне груди.